В предыдущих сериях мы рассмотрели жизнеописание Михаила Малашко до 1919 года. Из какой он семьи, откуда родом, как он пытался спасти от большевизма восток Украины, как переместился в Екатеринослав. И там я сказала, что родом Михаил из Георгиевки. И меня справедливо спросили, откуда я это взяла. Это мой пробел. Надо было сразу указать, что взяла я это из метрик на Family Search. Вот Екатеринослав, Бахмут, село Архангельское, Успенская церковь. Потому что сама семья Малашко, видимо, происходила из Архангельского. Я сначала думала, что в Архангельском Михаил и родился, но его родной брат Николай указывал своим местом рождения Марьинку, что в 5 километрах от Георгиевки. А значит, все сходится. И вот запись рождения Михаила Малашко, а вот запись о смерти их отца Василия Семеновича Малашко в Орловке. И еще я просила всех запомнить эту Орловку, нам она еще понадобится. А теперь входим на порог 1919 года. И если вы все-таки не хотите повторять ошибки наших предков, подпишитесь на канал. У нас впереди еще очень много таких видео, на которых мы будем рассматривать, почему мы оказались в сегодняшнем дне. Канал Ірини Коновець-Поплавської. 2 января в результате ожесточенных боев с Красной армией, в которых принимали участие отряды атамана Михаила Малашко и Юхима Башко, украинцы отбросили большевиков и махновцев на левый берег Днепра и заняли Екатеринослав. Но успех праздновали недолго. Уже 26 января Красное под командованием Павла Дыбенко вновь овладели городом. И вот фото, собственно, Дыбенко, а здесь он со своим товарищем Нестором Махно. Что представлял собой тогда Екатеринослав? Исаак Мазепа, например, пишет, что просвита здесь была очень активная и другие проукраинские силы. Вспоминает он Ярему и Василия Строменко, которых называют братьями, но на самом деле они были дядя и племянник. О них мы подробно рассказывали в видео «Деды бунтовали», а о сестре Василия Строменко, Марии Яныкиевне, говорили в видео о семье моцных Строменко. Но интересный штрих дал Мазепа о Строменках, что они были по взглядам достаточно пророссийские, оказывается. Во времена Центральной Рады собирали как-то селянські з'їзди. З'їзд був скликаний Катеринославським бюром Загальноросійського крістіянського союзу. Верховодили справою місцеві селяни Ярема та Василь Строменки. Вони знаходились під російськими впливами, тому навіть не дали говорити деяким українським промовцям, як Романченкові, Дубовому та іншим, за те, що вони виступали за приєднання Катеринославської організації Крістіянського союзу до Всеукраїнської селянської спілки. Але хвиля національного пробудження зростала. Протягом літа позиції українців зміцніли. Коли восени був скликаний другий селянський з'їзд, то переміг український напрямок. Було ухвалено об'єднати трудове селянство Катеринославщини у Всеукраїнську селянську спілку. Замість малоросійствувавших братів Строменків на чолі Катеринославської спілки були поставлені український есер Хведір Сторубель, головний організатор Мануйлівської просвіти, і український соціал-демократ Іван Чорнород, робітник з Катеринославських залізничих майстерень, що став фактичним провідником спілки. В общем, проукраинских сил хватало, но, как и сейчас, полно было обывателей, которые просто ждали, кто победит, чтобы служить новой власти. Или старой. Им все равно. Реакция жителей Екатеринослава на возвращение красных хорошо описана у какого-то Игренева. В самый день, когда разбитые на голову петлюровцы бежали из Екатеринослава, по городу усиленно распространялись слухи, что пришли добровольческие войска, а по другой версии даже французские солдаты, неожиданно прибывшие в Одессу после столь долгого запоздания. Меньше всего ждали большевиков, а между тем это были они. В город вступила регулярная Красная армия под командой Дыбенко. Оказалось, что Харьков уже больше месяца был под властью большевиков. Махновцы фигурировали, как мы только теперь узнали, в качестве повстанческого авангарда советских войск. Население Екатеринослава насторожилось и притаилось, никто не решался выходить на улицу, но вскоре обыватель ощутил некоторое облегчение, так как почувствовал организованную армию и твердую власть. По сравнению не только с махновцами, но и петлюровцами,
Красноармейцы производили необычайно дисциплинированное впечатление. В общем, первые дни прошли так спокойно, что население начало благословлять советский режим. Конец цитаты. Где Малашко воевал дальше, достоверных данных я не нашла, вроде как вместе с григорьевцами, что похоже на правду. Дело в том, что весной в Екатеринославе господствовали большевики, и 1 мая они забабахали пышное празднование. Но уже через 2 недели после этого к Екатеринославу подступили отряды атамана Григорьева. Большевики Григорьева отогнали, тот сбежал к махновцам, и через месяц они его кокнули. То есть получается, что Малашко от Екатеринослава не отдалялся и находился где-то в окрестностях. Но вскоре большевистская власть в Екатеринославе опять зашаталась. На этот раз в начале июня 19-го к городу подступили войска добровольческой армии генерала Деникина. Главой Военно-революционного совета большевики назначили матерого большевика Василия Аверина. А мы помним, что сотник Антон Коваленко воевал в это время в отряде Федорченко против Аверина. В конце июня деникинцы взяли Екатеринослав и продержались в нем полгода. За это время они формально восстановили местное городское и земское самоуправление. И что мы имеем? Положение сложное. Что надо было делать армии УНР? Видя нестабильность ситуации, пришибиться и сохранять силы. Деникин хотя бы обещал учредительное собрание, а это уже было хоть какое-то окно Авертона для дальнейших действий. Самое мудрое было это ждать, когда белые расправятся с красными или когда они друг друга перебьют. Но не воевать на 2 фронта и не помогать кому-то из них ни в коем случае. К сожалению, в тех симулякрах разобраться атаманам было трудно. Понятно, что они придерживались армии УНР, держали за нее, как утопающий за соломинку. И вот на горизонте появляются такие мутные товарищи, как Кость Матяш и Яков Агий. По сути, это были красные, которых послали воевать с Деникиным под видом партизанского отряда, чтобы они поглощали проукраинских повстанцев в свои ряды. Потом они себя будут позиционировать как бородьбисты, то такое. Как они потом описали в 1926 году в летописи революции, товарищ Матяш был военный руководитель, оперативная часть, товарищ Агий заместитель Матяша и политический для нелегальной работы в тылу петлюровцев. И вот эти псевдопартизаны двигались со своей миссией с севера в сторону Екатеринослава. Чтобы вы понимали, что Екатеринослав на то время это был только правый берег Днепра. На левом располагались села Новомосковского уезда, Мануиловка, Амур и так далее. Так вот, в августе 19-го в Каменке Новомосковского уезда, сейчас это жилмассив Каменский, вот видите на карте обозначено, это возле Кайдакского моста. Есть такая группа в Фейсбуке «История старожитней Каменки», и они выставляют фото этой Каменки. Такие украинцы там жили. И в этой Каменке прошел подпольный съезд в количестве 50-70 человек. Съезд носил секретно-оперативный характер с распределением ролей каждой организации в восстании против белых, то есть против армии Деникина. На съезде был избран повстанческий штаб Екатеринославской губернии. Главными руководителями были избраны Малашко и Руденко. Председательствовал Малашко. Как видим, Малашко пытался воевать с Белой армией. И как политически подкованный человек, он сохраняет все демократические атрибуты, даже в этом сумбуре. Съезд, голосование, регламент и все такое. Видимо, все-таки прежде всего он был политиком, которому пришлось взяться за оружие и стать атаманом. И если бы мы выиграли в той войне, то быть бы ему эффективным губернатором в прекрасной независимой Украине. И вот этот подпольный съезд под председательством Малашко принимает резолюцию о немедленном выступлении с 31 августа на 1 сентября. В резолюцию включили и боевые оперативные задания, в частности постановили дать сигнал в виде ракеты на 1 сентября как начало выступления. Все как положено.
Во главе штаба назначили опять же Малашко, а его помощниками Руденко и Гринченко, которого я никак не могу идентифицировать. Это была яркая фигура на то время на Екатеринославщине, но кто это был такой, непонятно. Но в назначенный день восстать не получилось. Перенесли на другой день, а потом опять перенесли, потому что не было никакой инфы с правобережья. Наконец выступили члены одной только Каменской организации, ну и в Петриковке разбили кадеты. Руденко ранили, человек 8 убили. Из отряда осталось не больше 40 человек, а может и меньше, под руководством Чухрая. А в это время красные засланцы Матяш с Агием добрели до Петриковки и получили известие, что на другой стороне реки Орель расположились небольшие партизанские группы того самого Чухрая. Вскоре приехал и Чухрай в штаб для переговоров о контактировании действий. Матяш с Агием предложили Чухраю влиться в их отряд, но с условием распределения его партизан по отдельным частям их отряда. После долгих увещеваний чухраевцы согласились на это предложение. Таким образом, группа Матяша с Агием поглотили чухраевцев. Вот такая была их миссия. Но 15 ноября в Екатеринослав вступил Махно со своей бандой, если называть вещи своими именами. Начали грабить магазины, селиться в любом понравившемся доме и рубить коммуникации. Так город остался без железнодорожного сообщения и света на 6 недель. Сохранились свидетельства жильцов дома на нынешней улице Фабра, 16, бывшая улица Серова. Махно ворвался сюда со своей бандой около 7 утра, когда жильцы еще спали. Своим ближайшим соратникам он разрешил выбрать лучшие квартиры в доме, а жильцов выставили на улицу. И в этом доме махновцы на 1,5 месяца разместили свой штаб. Но как бы там ни было, украинским повстанцам открылся путь в Екатеринослав. Там они соединились с побратимами из Лоцманской Каменки и ушли вглубь Екатеринославского уезда. И это дает возможность Малашко переместиться в Верхнеднепровский уезд и там обосноваться. А обосновался он там потому, что было где разгуляться. На Криворожье тогда сосредоточилось повстанческое движение. В конце ноября отряд Гулова-Гуленко вместе с повстанческим отделом Малашко взяли Верхнеднепровск. После этого Гулы и Гуленко перенес свою деятельность в Южную Киевщину, а Малашко наставил командиром повстанцев Екатеринославщины. Легко сказать командиром повстанцев Екатеринославщины. А тут такой компот, что мало не покажется. Товарищи Агий с Матяшем тоже дошли до Екатеринослава. Позиции к тому времени изменились. Амур и Нижнеднепровск были заняты белыми, а Екатеринослав махновцами. И Махно прислал Матяшу с Агием посланца с письмом, в котором обещал поддержку при захвате моста и давал согласие на то, чтобы в Екатеринославе разместить больных и раненых партизан. Но своих обещаний Махно, естественно, не выполнил. А товарищам Матяшу с Агием после почти 2-дневного боя возле Днепра пришлось отойти в направлении Петриковки. Снова связались они с Махно и получили от него обещание поддержки боевыми припасами. В итоге, растратив на белых свои силы, в ноябре 19-го украинским повстанцам пришлось объединяться с этим проходимцем Махно. В штабе его появились украинские левые эсеры, Степной Блакитный, Миргородский, которые предложили ему союз и пытались направить армию Махно в район их влияния Кременчуг-Черкассы. Это называют объединением, но по сути повстанцы примкнули к махновцам, потому что анархистов было гораздо больше. Народ за ними шел, и махновцы устанавливали свои правила и порядки, то есть командовали парадом. И в рамках этого как бы объединения была создана повстанческая группа под командованием Матяша, Агия и Малашко в районе Пятихатки-Долинская. Потом Матяш с Агием после горячего боя отошли в направлении Царичанска-Кобеляки и прорвались сквозь цепь белых, которые пытались с тыла обойти их отряд. В это время с севера начали наступать регулярные красные части. Белые отступили, а партизанские группы Матяша и Агия пошли в направлении Кобеляки-Полтава. Да, это было смутное время. Это был год, в котором смешались в кучу кони, люди, враги и побратимы. Уже никто не понимал, с кем и за что воевать. Петлюра показал свою полную неспособность управлять армией. Как я поняла из воспоминаний повстанцев, которые они потом напишут, бились отдельные отряды. С координацией действий было все плохо.
потому что Петлюра сидел за сбручем, оторванный от жизни. По этой причине в конце 19 года Украина очутилась в крайне тяжелом состоянии. Поражение на фронтах, оккупация почти всей ее территории. И когда Петрушевич понял, что хана, и попытался заключить союз с Антантой, Петлюра сначала заортачился, а потом вообще свинтил в Польшу. Отдельные отряды повстанцев фактически остались в Украине дезориентированными. Добавьте сюда тиф и другие эпидемии. Потому что если Михаил Малашко почему-то воюет плечом к плечу с такими краснопузами, как Махно и Матяш, то что-то тут не так. Я думаю, Малашко прекрасно осознавал признаки надвигающейся катастрофы. Он понимал, что ситуация ненормальная, и надо из нее как-то выгребаться. И атаман лавировал, как мог в том безладе. Выступал на время врагам, чтобы сохранить отряд на лучшие времена в надежде на помощь с Запада. И вот Билаш в своем историческом повествовании «Дороги Нестора Махно» рассказывает о настроениях, царивших тогда. Такие ОНРовцы, как Матяш, Малашко, Гладченко, Аги и другие, объявили себя анархистами и врагами петлюровщины. Другой вопрос, верить им или нет. Это должно было показать будущее, а главное – кропотливая работа агентов контрразведки, изучающая подозрительных людей. Между тем, группа Матяша все еще казалась подозрительной и не снималась с наблюдения Штарма. Чтобы разложить собравшиеся в ней петлюровские элементы, было решено группу реорганизовать. Матяш был отозван в Штарм для организационной работы, вместо него назначен Гладченко, объявивший себя анархистом. Его помощником Малашко. Группа была названа Вольно-казачьей повстанческой группой Екатеринославщины и входила в состав 3-го Екатеринославского корпуса. Начальником ее штаба назначили Дьякивского, а начальником административного и оперативного отделов, как комендант группы и начальник контрразведки, все старые махновцы из Сурско-Литовского и старых кайдак. Конец цитаты. Обратим внимание на Дьяковского Харитона Амеляновича, 1894 года рождения, родом из Иллирийской волости, славяно-сербского уезда, учителя церковно-приходской школы, младшего унтер-офицера царской армии. Это сподвижник Малашко, как видим, его земляк. О нем, к сожалению, мало известно, но у нас он еще появится. А вот как характеризовал Билаш собственно Михаила Малашко. Середняк села Софиевки Криворожского района. Эту ошибку мы уже исправили. Член партии левых эсеров, участвовал в Григорьевщине. В Махновщине с октября 19-го называл себя анархистом, но самостийным украинским уклоном, не признавал Петлюру. Ага, очень любопытно, про Петлюру я имею в виду. Впечатление Билаша только подтверждает наши рассуждения. Я думаю, это правда. Петлюру чехвостили в мемуарах многие повстанцы. Борзый был только когда Скоропадского скидывал. И вот видите, чем это закончилось. Не только Малашко, многим украинским повстанцам, скрипя сердце, приходилось примыкать к махновцам. А известно, что Махно петлюровцев ненавидел. Но что им оставалось делать? Когда командиры повстанческих отрядов просили махновцев дать им оружие и снаряжение, то в ответ получали дырку от бублика. Потому что Махно когда-то сказал: «ОНР наш классовый враг. Ни одной винтовки я не позволю отпустить из армии для этого империалистического вассала». Поэтому, чтобы получить оружие, и приходилось атаману Малашко уверять махновцев, что он не имеет никакого отношения к Петлюре. Но Малашко, как мы помним, был, сука, личность. И, как говорил Залезняк, большевистский емісар на Московському уїзді, приспавши пильність махновського керівництва заявами про свою лояльність, Малашко формував національні повстанські загони у Верхньодніпровському повіті. Петлюрівський отаман Малашко, запевняючи начальника залоги Лашкевича, призначеного від Махна, що він працює як воєнспец, встиг по одному переправити петлюрівців-повстанців до Верхньодніпровська, центру повстанського руху, куди незабаром і сам втік. На тот момент Малашко возглавлял проукраинские силы на Екатеринославщине и все повстанческие отряды, выступавшие под флагом ОНР, хотя и поддерживали связь с махновцами, но в оперативном и военно-организационном плане подчинялись атаману Малашко как представителю законного украинского правительства. То есть атаман Малашко становится опять вполне самостоятельным игроком, как это было на Луганщине. Надеяться уже было не на кого, только на самого себя. Вот такой ключевой поворот.
О чем это говорит? Умеете отступать, умеете нападать. Умеете притвориться на время перед неприятелем, чтобы достичь своей цели. Михаил Малашко, наконец 19 года, объединил вокруг себя все эти остатки дезориентированных повстанцев, потому что вояки должны верить своему командиру, понимать, за что они воюют, а не метаться туда-сюда, как Махно и его банда. Есть документ, его датируют декабрем 19 года. Это пишет какой-то участник боевых действий против білогвардійців на Екатеринославщині. Малашко має 4 полки, відбиті у кадюків, 2 бронепотяги, є гармати, чимало кулеметів. Військово-оперативна справа між боротьбістами, махнівцями та Кошем Малашко налагоджена. Малашко не така страшна людина, як його малювали. З заядлими самостійниками не ладнає. Йде він під національним прапором з написом «За землю і волю борітеся, поборете». Но белые активно наступали. Они сломили сопротивление повстанческих отрядов Малашко и Гладченко. И 3 декабря 13-я белогвардейская дивизия заняла станцию Верховцево, а 5 декабря Верхний Днепровск. Затем, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение на Екатеринослав, командующий 3-го армейского корпуса Слащев оттянул 33-й Симферопольский и 34-й Феодосийские полки в район станции Верховцево, Верхнеднепровск, а к вечеру 30 декабря Красная армия заняла станцию Синельников. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Так закончился этот зловещий 1919 год. Слава об атамане Малашко огромная, о его способностях слагают легенды. Армия УНР ушла на север, а Малашко остался основным ее представителем в самом пекле, на Верхнеднепровщине. И эта война на 2 фронта, как с красными, так и с белыми, подорвала их силы. В следующем году те повстанцы, кто выживет, будут вместе с этими самыми белогвардейцами дружно и не очень штурмовать корабли на Константинополь. Но этот крах просматривался еще год назад, в 1918-м. Помните фразу белогвардейца Кашеренинова, которую он сказал Михаилу Малашко, когда тот пришел его арестовывать в Бахмуте? «Жаль мне вас, господа». Вот это и имел в виду Кашеренинов. Распыляйтесь на 2 фронта, пытался он им намекнуть, и хорошим это не закончится. Так и случилось. Скинули гетмана Скоропадского, и все завершилось широкомасштабным вторжением с востока. Пройдет 100 лет, и еще более весело украинцы скинут другого гетмана во время войны. И все закончится широкомасштабным вторжением с востока.